Как правильно подавать маятник, как самому научиться этой подаче, смотри в этом видеоролике. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я профессиональный тренер по настольному теннису. На этом канале я делюсь знаниями и фишками, которые улучшат твои результаты. Поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Подача маятник является профессиональной, и чтобы ее научиться подавать правильно, надо потратить минимум десятки часов, чтобы ее почувствовать и понять. Есть одна важная деталь. Если вы изначально тренируете подачу целиком, вы ее не научитесь подавать, поэтому вы можете часами смотреть, как подают мастера, но без знания основ вы не сможете так подать, ведь это результат сотен тысяч повторений. Сегодня я вам вначале покажу саму подачу и объясню ее последовательность, а в конце ролика я покажу одну из своих методик постановки подачи, которую вы сможете применить на практике и быстро научиться этой подаче или любой другой. Итак, вспоминаем три составляющие подачи: позиция, подача, выход из подачи. Сама подача тоже состоит из трех частей: замах, удар и окончание. Сейчас мы рассмотрим подачу маятник с левым нижне-боковым вращением. То, что надо держать ракетку двумя пальцами, чтобы сильнее закрутить мяч, не является догмой. И если вам удобнее держать ракетку полностью всеми пальцами или тремя пальцами, то вам никто это не запрещает. Подача – это творчество в первую очередь, и такой подачи, как у вас, ни у кого не будет. Первое. Исходное положение и замах. Левая нога впереди, чуть ближе к столу, правая сзади. Замах при подаче: локоть прижат к телу. Если локоть будет далеко от вас, вы не сможете полноценно вложить усилия в мяч. Кисть развернута под острым углом, чтобы ударить по нижней боковой части мяча. При подбросе уходим на правую ногу, разворачиваем корпус на замах и отводим предплечье, и немного отводим кисть. Локоть остается на месте. На подаче маятник не надо его поднимать. В дальнейшем я вам расскажу, как усовершенствовать маятник и добавить в него финты, но пока учимся базовому исполнению. Это была первая фаза движения. Итак, мяч находится в воздухе, как и где его играть. Когда мяч начинает опускаться, мы начинаем поворот корпуса на мяч. Мы запускаем вначале весь тело с ног с правой налево и вслед запускаем поворот корпуса и начинаем в этот момент сгибать предплечье. И за момент до касания весь этот импульс от ног передаем в корпус, от корпуса в предплечье, и в конце выполняем касание кистью. Локоть остается практически неподвижным. Движение выполняется вокруг локтя, он является осью движения, а не ее составляющей. Касание стремимся выполнить как можно ближе к корпусу, при этом не закрыть мяч, чтобы не было нарушений. Здесь есть два варианта касания для начинающих и для профессионалов. Его используют и те, и другие. Первый. Касание выполняется по касательной, и кисть уходит немного в сторону по инерции. Этот мяч получается сильным вращением, но небольшой скоростью, и эту подачу можно вернуть за счет приходящего вращения, если правильно подобрать угол. Второй. Вы выполняете фиксацию в момент касания на мяче. Этот вариант более тяжелый и требует практики, но он дает свои плоды. Мяч становится более трудный для приема. Вы наверняка встречали игроков, у которых подача с виду как у всех, но когда он касается вашей ракетки, складывается ощущение, что вам в ракетку прилетел камень. Если вам интересно узнать про этот эффект создания плотности в мяче на подаче и на элементах, пишите в комментариях, и я выпущу этот ролик. Касание необходимо сделать нижним краем ракетки по левой нижней боковой части мяча, чтобы больше пронести его по ракетке и придать наиболее сильное вращение. И касание выполняйте в области игрового пятна, там равномерный отскок от ракетки. Есть одно заблуждение, что надо самым краем касаться мяча, так как чем ближе к носику ракетки мяч, то тем выше там зацеп и ускорение. Это так, но есть один нюанс. На начальном уровне вы просто будете постоянно ошибаться, так как вы бросаете мяч, и вам с высоты 23 см надо попасть на ракетку в области 1 см под нужным углом и скоростью, где вероятность попасть ребром или вообще не попасть около 90%. В стрессовой ситуации в игре на счет все 99%. После того, как вы перенесли всю энергию в мяч и он уже отскочил от ракетки, вы сохраняете инерцию и доворачиваете себя на впереди стоящую ногу. Ура! Мы выполнили маятник. Теперь мы с вами разберем, как его освоить и в какой последовательности. Первое. Мы начинаем с кисти. Почему? Если вы не чувствуете зацеп на мяче, вы можете подать 1000 подач, и это будет без толку.
Мы начинаем учиться цеплять мяч по левой нижней части. В этом ролике я не буду рассказывать, как научиться сильно крутить, а лишь покажу, какое звено необходимо тренировать. Первое. Учимся попадать по нужной части мяча и под нужным углом. Берем мяч, просто разворачиваем одну кисть и подаем тазик, касаясь левой нижней боковой части мяча. Так, для начала нам надо подать около 100 мячей, мячик должен уходить в бок и немного подтормаживать после отскока. Не стараемся подать мяч с какой-то длиной, задача почувствовать мячик. Просто ловим ускорение и зацеп на мяче. Как только у вас мяч начал крутиться, а вы это сразу заметили, переходим на второй этап. Второе. Работа предплечьем. Сейчас мы добавляем обработку предплечьем. Наша задача зафиксировать локоть и выполнять сгибание-разгибание локтя вперед. При этом кисть мы держим фиксированной просто под нужным углом и учимся попадать по мячу, добавляя предплечье. Также подаем тазик. Чтобы плечо никуда не гуляло, держите локоть прижатый к корпусу. Если вы не чувствуете работу предплечья, можно поделать упражнение на столе. Кладете локоть на центральную линию и отводите до отказа предплечья, не отрывая локоть, и потом поворачивайте предплечье до момента, пока кисть и локоть не будут на одной линии. В среднем делайте 50-100 раз, пока не прочувствуете. Третье. Корпус. Следующий шаг. Учимся работать корпусом. В этом развороте важную роль играют косые мышцы живота. Поэтому не удивляйтесь, если после тренировки они у вас будут болеть. Задача этого упражнения: мы с вами разворачиваем корпус на замах, но не резко, а с той скоростью, с которой нужно оказаться в замахе. И после этого резко поворачиваемся на мяч и скручиваемся вниз-вперед, как будто пытаемся ударить мяч плечевым суставом. Локоть прижат и не работает так же, как и кисть. Отлично, теперь тренируем последнее звено, это ноги. Все, что делали, не трогаем и начинаем выполнять перекаты сзади стоящей ноги на впереди стоящую и качаемся назад, вперед, делая акцент в конце переноса на впереди стоящую ногу. И потом это делаем с касанием мяча, но кроме ног ничего не добавляем. Я вас поздравляю, теперь вы знаете и понимаете, как работает тело на подаче. Теперь более сложная задача. Мы соединяем все звенья между собой, но в определенном порядке. Ноги плюс корпус. Сейчас мы закрепляем в обратном порядке. Мы уходим на правую ногу и разворачиваем корпус. И когда переносим вес тела вперед, разворачиваем корпус. Следите за тем, чтобы вначале стартовали ноги, а потом корпус. Ведь мы подаем от ног, а не от корпуса. Локоть прижат, кисть не двигается. Делаем имитацию 50-100 повторений и то же самое с мячом. Подброс, перенос назад, плюс разворот на замах. И затем перенос вперед и разворот на удар. Сейчас учимся попадать по мячу кистью после сгиба предплечья. Стоим также боком к столу, отводим предплечье назад и кисть на замах. Выполняем быстрое сгибание предплечьем и за момент до касания сгибаем кисть. Важно вначале двигается предплечье, а потом кисть. Часто делают движение с кисти, а потом предплечьем. Если вы так сделаете, то потеряете 90% энергии и мощности. Это то же самое, вы бросите мяч только кистью или с разбега, добавив бросок с разворота, затем плечом, предплечьем и в конце кисточку. Результат увидите на лицо. На этом построена и подача. Хотите получить больше энергии вращения, работаем в таком порядке. Отлично, осталось немного. Корпус, предплечье, кисть. Теперь добавляем корпус и работаем в такой последовательности. Поворачиваем корпус, за ним уходит предплечье и небольшой замах кистью. На удар разворачиваем корпус, поджимаем локоть к телу, сгибаем предплечье, при этом давим корпусом вперед и делаем ускорением кистью на мяче. Готово. Теперь добиваемся синхронности и четкого ускорения на мяче. И последний шаг. Добавляем ноги. Теперь все то же самое, но первым делом мы на замахе загружаем правую ногу. Затем, когда мяч начинает опускаться, переносим вес тела на левую. В этот момент начинаем поворачивать корпус, прижимаем локоть, давим корпусом, сгибаем предплечье и всю энергию отправляем в кисть, делая ускорение на мяче. И теперь это шлифуем на каждой тренировке. При обучении запомните основные правила. Делайте все поочередно. Переходите на следующее звено, когда почувствовали предыдущее. Во время выполнения старайтесь прочувствовать все части тела. Тренируйте подачу не больше 1 часа в день. Так вы не сорвете себе руку от резких дерганий на мяче и мозг не перегреется от объема двигательной информации.
и начинаете с имитации движения, потом только сама подача. Можно делать 10 имитаций и одну подачу, и так 10 раз подряд. Этот прием значительно вас приблизит к пониманию и ощущению подачи. Если тебе оказалось полезным это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Также пиши свое мнение и вопросы в комментариях, мы вместе их обсудим. Также делись каналом с друзьями, ведь мне важно, чтобы каждый из вас стал сильнее. До встречи!